А вы знаете, что такое безумие? А предательство? А видели ли вы когда-нибудь, чтобы 200 человек на 4 островах строили цивилизацию? Нет? Ну тогда присаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Сегодня я вам поведаю о том, что произошло на этой борьбе за статус сильнейшей. Пожалуй, начнем с правил. У каждой цивилизации был свой остров. У каждого игрока была только одна жизнь. Первый день полное перемирие, а на второй уже включалось ПВП. Победу получала та цивилизация, которая истребит все остальные. Первый остров заняла цивилизация, которая наименовала себя как Меомяры. Ошибка, которую они сразу же допустили, была в том, что они убили весь скот. После они это осознали, но не пали духом, и сразу же приступили к постройке оборонительных сооружений. Они работали довольно слаженно, кто-то был в шахте, кто-то строил, кто-то занимался фермерством. Они принимали к себе абсолютно всех новичков, поэтому их количество было довольно большое. На втором острове разместились ребята, которые назвали себя Русской империей. Они переубивали весь скот, но все-таки додумались сохранить одну корову. И, как оказалось, еще немного куриц. Позже они продолжили строить ратушу, кто-то занимался фермерством, ну и кто-то ушел в шахту. Игроков они отбирали заранее и подготовились к ивенту очень хорошо. На третьем острове разместилась цивилизация под названием Хелиш. Первое, что они сразу же сделали, это сделали загоны животных и сохранили и овец, и коров, и куриц. Они не славились своим большим количеством игроков, по той причине, что они отказали очень многим игрокам. Скорее всего, они придерживались того, что важнее качество, а не количество. Ну и на последнем острове осталась команда, которая наименовала себя как Blood Eclipse. Этих ребят было также довольно много, и они убили весь скот. Почему же я так акцентирую постоянно на этом? Что такого важного могут дать какие-то коровы? Отсутствие коров — это буквально не иметь книжные полки, а соответственно большие зачарования. То есть коровы — это в прямом смысле стратегическое преимущество, которое, если они потеряли в самом старте, им добыть в полном океане практически уже будет негде. По итогу прошло порядка одной игровой недели. Каждая из цивилизаций не сидела сложа руки. Все активно развивались, выстраивали поселения, добывали ресурсы, вооружались, занимались рыбалкой и фермерством. Вроде бы все не так плохо, но ценой всего этого стала жизнь игроков. Многие поумирали от нехватки еды, некоторые погибли в шахтах в борьбе за ресурсы против мобов. Но это ни в коем случае не останавливало развитие каждой из этих цивилизаций. Они продолжали упорно развиваться. У всех оно было разное. Кто-то готовился нападать, поэтому не особо занимался построениями своей цивилизации, а кто-то, наоборот, готовился принимать войну на своих землях, защищая ее до последнего. В то же время другие решили, что информация будет важнее всего, ибо, напоминаю, глобальный источник связи отключен, поэтому они отправили на разведку своих людей, для того, чтобы узнать, кто где находится, как у остальных обстоят дела, а также с кем можно вести переговоры, а с кем нет. Поэтому спустя большое количество времени цивилизация Меомяр первая, кто решила попробовать выйти на контакт с другой цивилизацией. Послав своего разведчика, переплыв весь океан, и сейчас я вам покажу, как у них пошли первые переговоры. Хотел, во-первых, узнать, как вообще в целом у вас дела? У нас дела все отлично идет. У нас не хватает именно шахтеров. У вас есть шахтеры хорошие? Можно поделиться едой, если шахтеры будут. Откуда он взялся? Можете, знаете, 2 человек к нам перенести, я их знаю. Это Денчик и Арсений. Вот я их по именам знаю, по никам не знаю. Хорошо, я запомнил. А ты как Если они пришел? согласятся, можешь координаты нам сказать, пусть они у нас с Сколько шахтерами километров поработают. прошел? Либо сам выбери. Это уже... Ну тут где-то примерно 2 километра. Хорошо, понял. Ну ты... Вот скажут, Да, возьми. нам нужны Да, шахтеры, хорошо, мы да. дадим вам еду. Вам сейчас Хорошо. нужно что-нибудь? Да сейчас пока что нет в целом. Мы тоже так же развиваемся. Типа. Хорошо. Вот, что Но еще если хотел? что-нибудь будет нужно, А у можете тебя- нам у тебя сказать, есть мы нить? подумаем. Меди нет, но у нас Нет, на базе нить, пока нить, идет. нить. Нити тоже нет. Что за... Короче, вопрос какой еще? Проклятие. Какие у вас отношения типа с каждым из цивилизаций? Ну, нормально. Пока еще ничего не было, мы не знаем. Но вот Что мы думаем можем? про Российскую империю. С Не плохой можем точки опознать. зрения или с хорошей? Вот про них думали, но их мало стало. Примерно так же, сколько и нас. Ну да, Уже да. под вопросом. Вот А шо- изначально а что вы думали вообще с хотели? ними воевать. А, воевать? Да. Понял. Ну я вот, если хотите, можем устную договоренность, до финала не воевать с нами. Это... Да, я с вами Нужно согласен. президенту Я нужно акцентирую вас. сказать. Я не буду с вами воевать. Главному нужно. чтобы Хорошо, он все, подписал. супер. Мы на вас тоже тогда нападать не будем. Хорошо, все, понятно. Если что, информация какая-нибудь будет, можем поделиться. Если
тоже будет информация. Да, тоже с вами хорошо, я поделюсь. периодически к вам там, ну, условно, раз в час-два буду Хорошо, приплывать. хорошо. Все, давайте, удачки тогда, Давай, давай, хорошего удачи. развития. Когда придешь, дашь нить. Хорошо. О, привет. Привет. Да-да. Чё, добыл никитки? Нет, я весь день Давайте, ищу удачи. нить. Всё, давай, удачи. У меня надежда на этого. Этим же днем, чуть-чуть позже, Русская империя наведалась к Мяумяру. Они пришли сразу же втроем и даже взяли с собой короля. Но, при большому сожалению, показать их диалог я вам не могу по той причине, что, причину вы видите на экране. Вон сзади летает желтая курточка. Она стояла просто вне радиусе записи их разговоров, ну и сами же игроки никто не записал разговор. Но судя из того, сколько времени они провели на острове, потрейдились, даже дали позачаровать свои предметы, то все прошло довольно хорошо. Ну вот разговор Хелиша с Русской империей записать таки удалось. Сразу хочу предупредить, разговор у них не очень задался. Мне даже на этапе монтажа было сложно это слушать. Вас видно? Ну ладно, Здравствуйте. привет. Здравствуйте. У вас есть Там у вас, кого-то по-моему, что ли? плюс? Не, его трудно Вообще добыть. ни у кого. А у вас есть булава? Было Ну, не, нет. нет, но мы знаем, у кого есть. Понятно. Где наша тема? Ну, а вы что вы собираетесь завтра пришли-то? делать? А мы Да, вообще собираемся. мы ищем, у кого есть этот. Трезубец просто, он А хочет зачем продать. вам трезубец? Зачем вам трезубец? Продать хочу тему 2. А что Да, вы он готовы пошел. дать за трезубец? Не, вы продать тягун Что 2. вы тут А. делаете? Что вы тут делаете? Мы вам не рады уходить. Хотите, я вам продам очень вредную херню, от которого может быть стать плохо, если кто-то выпьет это. Рады, мы А вам зачем не ты рады. ТНТ взял? Зачем ты ТНТ с собой взял? ТНТ я с собой ношу, чтобы мне его не украли. Ты можешь продать ТНТ нам? Мы не будем продать. Что идите? Ну, Понятненько. не знаю. За сколько железа ты продашь? Ребята, одно мы, если ТНТ? что, объединились с Blood Eclipse, а вы с ними объединились тоже, да? С кем? С Blood Eclipse. Ну, считай, да, да, считай, но да. у них Они, этот- короче, Погоди, хотели погоди, что-то погоди, там на нас погоди, гнать, погоди, мы погоди. с ними Да договорились стой! и союз Погоди, не. заключили. Ну вот. Заткнись ты, он говорит. Ну, короче, смотрите, вот я хотел более по-другому рассказать. Короче, мы с ними встретились, они нам ресов подогнали, они там алмазку нам дали. Блин, а почему мне так нельзя? Ну, короче, мы с ними Агуза. союз совершили и Ебимый. решили это друг друга не трогать. Ну, у нас крепкий союз прям вообще, мы друг другу. У нас Есть уже дело. Смотри, седьмой у уровень них союз. лидер чмо, потому что он с нами договорился, чтобы мы, типа, их не атаковали, но он подговорил, короче, он хочет напасть на вас, и потом то же самое вам, то есть, то уже только напасть на нас. А, вот оно как. Да. И, короче, они блуды, ну, возможно, свернут с лидера и будет нормально другой. И с кем он будет в теме, я уже не знаю, но их новый лидер, который хочет с нами быть в теме, он согласен насчет вас и хд вообще. Ну, насколько Знаете, я понимаю эту ребята, ситуацию, они хотят стравить нас друг с другом. Знаете, Делая вид, то, что они ребята, поддерживают обе И стороны. потом, когда нас будет в меньшинстве, просто толпой взяться из-за... знаете, ребята, что я могу вам сказать? Я соврал вам насчет того, что у нас мир. Мы знали, что они на нас попадут. У нас союз с Мяу-Мур крепкий, прям. Они нам рассказали про это. Но мы это знаем, кстати. У нас уже есть инфа. Ладно, короче, смотрите. Как вам идея, чтобы Мяу-Мур, мы объединились против Blood Eclipse? Ну, блуды нормальные, они с нами в теме, пока что. Но они с Ладно, нами короче. тоже в теме, но они предлагали вроде как воевать. Короче, если они вам скажут на нас нападать, то просто объединимся все и на этих пойдем. А вот есть 2 пороха, кстати. Есть. Дай. Ну, Из есть, вас допустим. точно нету Спасибо. резубца? Не, Тягун у нас 2 это точно нет. прям имба Бля. будет. Короче, про А у нас вас есть разговор, корова? Корова есть? Есть. Что вы хотите? Охереть. Всех пил. У всех? Прикольно. У нас у всех их просто перехерачили. Ну, А понятно. как вы вы хотите, все людей подохли корова? вообще? Русская империя вроде больше всех было.
У нас все А нас просто, доби- знаешь, просто все поумирали от этого, от высоты. И там некоторые умерли от высоты и от просто взрыва крипера, потому что у нас почему там любят криперы спавниться. И от чего еще у нас поздыхали люди? Ну и поутонуло несколько много. Вы бы могли нам 2 коровы продать за что-то? Ну, На лодках увезем, типа, огузок. на лодках? А у вас Да. есть это лодки? Я зачем, типа, на лодке Ну, просто чтобы их типа перенести. Ой, извиняюсь. перенести? Ну, вы Ну- все равно покупаете их, получается. Уйдите. Уйдите. Ну, то есть, вам же вы. Смотрите, можете мы можем бесплатно продать дать? вам одну корову за 1 ТНТ. Давайте, 2 ну, коровы за один покупаем. ТНТ, так Огузок. скрафтите сами ТНТ. Что там крафтить его? Можете, Тебя? пожалуйста, дать Мгм. две бесплатные коровы? Пожалуйста. Ну, Как вот Да, вы я не вам знаю. сделаю пшеница, чтобы Бесплатно размножить. могу только в одно место послать, знаете. Пивозавр, ты тут... Вы ну, самая смотри, коровы меньшая это наше команда. преимущество. Чё? Мы не Так можем им смотри, просто у так вас их не так поделиться. много. Вам же ничего-то буквально. Ну, смотри, Нам- мы продаем коров всем. Мы не можем просто вот так потерять свое преимущество перед остальными. То, что мы Ну, будем вы просто их уже, раздаривать вы его коров. уже, всего коров. если вы уже его потеряли, но, насколько я знаю, ни у Милмаров, ни у Блудов нет коров. Вот то есть у Блудов точно нет коров. У меня у Муров очень много коров я видел. Я у них на базе. Ну вот, то есть коровы это по факту наше преимущество, которое мы можем продать. Зачем мы будем отдавать просто так? Так можете дать бесплатно одно, пожалуйста? В знак союза. Бесплатно можете... Отдайте нам алмазов тогда бесплатно, я хочу алмазов. У меня нет алмазов. Давайте 25 железа О, и давай, давай, зловещая давай. бутылка. Зловещая Давайте, бутылка. давайте. Укрепим союз, давайте. Кто-то говорит. Я. Пивозавр, он слишком, типа... Все мне. Я готов дать. То есть вы хотите союз с нами за коров, да? Ну, Погодите, не. можно. Ну, то есть, Мы смотри, тоже это можем надо что-то предложить. согласовывать с Знак. моим лидером и еще с одним лидером. У нас просто смотри, у нас Коров не отдадим. Это мои буренки. свинота. Луи, ты вообще, бородатый мужик. Откуда алмаз купил? Кстати, у вас короли онлайн? Да. Да. Короче, я предлагаю, чтобы это... Ваш король, наш король и их король, ну, Мяумуров. И мы сейчас совещание устроили насчет блудов. Ну смотри, я тебе говорю, наш лидер, Чё, он... блядь, с блудами Ими- случилось? Да заткнись ты. Наш лидер, он заткнись. согласен, ну, то есть он в теме уже с блудами. То есть я не думаю, то, что он будет идти против них. А, Нам Ну просто смотри, это- они хотят просто, чтобы вы напали на нас и все подохли, а потом Ну они вас смотри, добьют. я за одно, то что они не будут нападать первыми, то есть они будут ждать атаки. А как они нападать-то будут, по их мнению? Они не Так смогут они нас будут ждать убить. атаки. Да, Нам надо смотрите, они за- хотят просто вместе с вами загасить нас, а потом убить вас. Ладно. А у вас есть 2 алмаза? Я просто хочу уметь сделать. Я не знаю, но как вам идея у вас революцию устроить? Революцию? В смысле? Нац. Мы типа вам с Мяумуровнем вам поможем избавиться от короля? Нашего короля? Да. Он Но если нормальный. вам... Нормальный чел. Потому что он идет на союз с блудами. С блудами вообще нельзя никак контактировать, потому что они он- всегда предадут Короче, у них вас. там есть заместитель, Они уже, он самый они уже нас нормальный. предали. Ну, понимаешь, у них лидер, он тупорылый. А новый, у них новый лидер, новый. Они хотят его сделать новым лидером, а нового он нормальный чел. Да блин, где наши... О! Погоди. Ваш король пришел.
А, на коровах? Что вы хотели? Что происходит? Что происходит? Да, я к вам в гости пришел. Ау. Просить, как дела? Нашу буренок спи***тят. Нет, не хотим. Да, было. Свидетели Нет. были. Ушел отсюда. А Да чё ты подожди, такой он злой? лидер, придурок. Ушли. Ушел. Адский. Он лидер придурочный. У меня на моментальный урон. А тут урон не проходит. Ушел. Ты не Лава прогоняй. Адский, проходит. Ушел. адский чекни его. Я сейчас лаву возьму. И это как бы типа разрешается, если на моем Нет, острове. это не Это разрешается. не разрешается. Да, На ладно. нашем Ушел. острове Даже тоже. Это не наш разрешается. остров. Убийство лавы нельзя. Убийство лавы нельзя. Если На ты на нашем нашем острове острове можно, можно. вы пришли. Нет. Куда есть Красавчик. дерево? Я сейчас даже спрошу. 6 досок, 6 досок. Вешали бан. 6 досок, пожалуйста, кто-то. Слушать дальше становится невозможно, поэтому держите уже конец переговоров. В общем так, смотрите. Мы вам 2 коровы, вы нам 2,5 стака золота, полстака алмазов и... Ну и, короче, совещание. Поняли? Совещание ничего. Иван, Совещание стой, кланов. погоди. Нам нужно это... Почему так дорого? У меня вопрос. Потому Потому что что мы коровы. единственные, у кого Их- есть корова. Да. надо сделать. Это буквально И первое, мы преимущество тоже наше, хотим которое мы не жить, будем поэтому давай, отдавать. тащи. 2,5 стака золота, Короче, полстака алмазов. У нас вообще короче, нет агузок, алмазов. короче, 15 смотри. алмазов можно. Короче, если хочешь коров, У нас то... вообще считай нет Мы алмазов. уже То связались есть с Мямурами, и надо они сказали, у то, нас- что такое Тогда Логика 5 стаков собирать. золота. 5 стаков золота тогда. По итогу они покинули остров Хелиши, но направились они не домой. Давайте Русская империя, давайте затянем. Вот он просто гений. Давайте, мы не против. Ну Хелиши, они вообще же злые. Ну Хелиш, они вообще самые наглые. Да. И Мы Да. просто к ним пришли чисто поздороваться, а они А просто кто может сидят. зачать Хелиша, потому что... Давайте Когда- Кто-то может Давайте, зачать давайте. неудач, пожалуйста. Слушай, подожди. Давай мы объединимся. Да, я тоже считаю. Давайте объединимся Давайте объединимся, да. По итогу на этом переговоры у всех закончились. Некоторые цивилизации обладали большими ресурсами, но потеряли людей из-за случайных смертей. Для этого у нас на ивенте была добавлена возможность воскрешения игроков за ресурсы. Короче, внимание все, сюда, все, сюда. Все сюда. Внимание. Ау, вы чё? Сюда. Сбор, собираемся. Внимание. У нас умерла Ника, она нормальная в ПВП. У нас умер каратель, надо возрождение. Собираем Погодите. тотем. Собираем тотем и алмазы. Кто умер? Ника. Блин, почему именно она такая хорошенькая была? Согласен. Поэтому нам нужно 9 алмазов и тотем. То есть вот тотем потратишь? Да. Ладно, хорошо. Также по поводу тотемов. Из-за того, что были отключены рейды и жители, мы добавили кастом крафт наших тотемов. Все, не будет тут больше могилы. Могилы не будет. Всё. Давай. О, великий бог. Скай, там этот. Возрождай. Лина! Явление Христа народу. Привет. Мам, это ты? Мама! А также хочу вам сообщить, что буквально недавно на нашем основном сервере произошел вайп. На него можете найти данжи, квесты, боссов и многое другое. IP и вся подробная информация в Телеграме. По итогу, это в принципе все, что было в первый день. Но на второй день уже открывался ад, который находился на центральном острове, а значит и включалось PvP. Вот и наступило утро второго реального дня. И, пожалуй, мы начнем с цивилизации под названием Blood Eclipse. Я вам покажу события реального времени и расскажу немного о их предыстории. Если вы были довольно внимательны, вы могли были заметить, что в переговорах на острове почти никогда не присутствовал человек с ником Бабин. В основном все переговоры в руководство держалось либо на Дарксане, либо Лука, который стал будущим их королем. Будущим? Да, все верно. Изначально был Бабин, но они его свергнули. И он так этого не оставил. И вот что произошло дальше. Грифферли. А кто? Империя? Я думаю, объяснять уже не нужно, что это была не русская империя, а то, что у них внутри прям их цивилизации завелись предатели. И этой же ночью, когда он уже утром убил у них коров, они решили действовать уже по-крупному. Они просто взяли и спалили всю цивилизацию и начали истреблять всех, кто с ними не согласен.
Но этой же ночью другие цивилизации, естественно же, не стояли на месте. Они уже готовились к нападению на другие острова. Угадайте, кто был их первой целью? О, там еще кто-то бежит. Я успею зачарить нагрудник. Фото, быстрее, нет, фото. Дима, мы сможем включать нашу песню, по которой мы бегаем по кругу. Вперед, вперед, иди. Шлите, Давай, давай. Красавчики! Хорош, я двоих убил. А не одного. Красавчики, Гася, вон, убегай. Парни, нагрел, помогите. Красавчик. По итогу Blood Eclipse были полностью разгромлены. В это же время Миомяры держали контроль над центром карты, чтобы никого не запустить в ад. Но если вся боевая мощь находилась здесь, то их остров стал беззащитным, чем по случайности воспользовалась Русская империя. Спасите, спасите! Но по чистой случайности Миомяры как раз таки возвращались уже домой. Ходим в СТГ, чего вы там сидите? Слышно же? Идут, идут! Он сильный. Пусть вплотную подходят, пусть вплотную. ПВП подходит. Дима, я должен себя защищать. Вы чё стоите? Подходи сюда, у них луки сильные. Идем. Сзади заходят, сзади заходят. Ой, по нашему попал. Отходи, отходи, отходи. Яй-яй-яй, гасят. Гудибэк. Ой, никто не попадает. Чего вы там дали? Там чего вы там дали? Чего вы там дали? Давайте. Ну, вы чё? Живи, живи, живи. Нападаем толпой. Толпой жмем. Они толпой хотят нажать. Они сверху обстреливают. Сзади со спины зацепит. Три. Че, подсилка может залететь, накинуть там. Гитлер! Под силу залетай, под силой. Куда Окружай.
Вон, они бегут. Аккуратнее, аккуратнее. Парни, хелпаните. Парни, хелпаните меня вдвоем. Не хлопанут тебе, не... Убили. Дал, не дал. Не обороняйся. Добивай, добивай, добивай. Бей. Хорош, убили одного. Ой, Ой, пардон. Они бегут. По итогу они проиграли эту войну и сбежали с нее. Но Миомюр так в покое это не оставили, они сразу пошли за ними и нашли их прямо на их же острове. Опа, опа. Опа, опа. Там телек, там телек. Там тело. 800. Парни, я так понимаю, прощайте. Давайте, едьте, Хас. По итогу они сбежали со своей цивилизации, что по сути считалось проигрышем с их стороны, так как они не могли превзойти их численное преимущество и слаженность, но и Миомяры полностью уничтожили их остров. И опять получились идеальные совпадения по времени. Хелиш возвращались в свои вылазки. Они пытались кого-то найти, но не смогли. Но вернувшись на остров, они попали именно на тот момент, когда русская империя, сбежавшая из своего острова, приплыла к ним на остров. Потому что находиться в океане было бы не лучшей идеей. И, возможно, тут они бы нашли себе ресурсы для захвата замка. Как вы видите на экране, они находились просто по обе стороны замка, даже не зная, что друг о друге. В атаку, в атаку. По итогу финал получился не таким, как я планировал. Многие сбежали, попрятались, их просто вылавливали по один, но по итогу убили всех. В конечном итоге победила цивилизация Миомяры. Я лично хочу поздравить их с победой, потому что они взяли к себе чужих людей и смогли договориться и победить целых 3 цивилизации. А вам, дорогие зрители, хочу сказать большое спасибо за то, что досмотрели мой ролик до конца. Я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Мне будет приятно, если вы поддержите меня своим лайком, комментарием и подпиской на этот канал, потому что дальше будет только лучше. Также, если вы хотите принять участие в подобном ивенте, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там есть вся подробная информация по ивентам. Я вас всех люблю, ребята. Еще раз спасибо за просмотр. Пока-пока.